Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о красивом смартфоне Realme 12 Pro. Что это такое, с чем это едят, зачем это вам приобретать, если вы планируете это приобретать, и есть ли в этом смысл. 120 Гц экрана, помимо этого экран водопад с довольно неплохой плотностью пикселей, почти 800 люксов максимальная яркость, пиковая яркость 1200-1400 люксов. Разумеется, можно запихать две физические сим-карты, разумеется, Type-C-шник с быстрой зарядкой. Вроде бы все здесь отлично. И вроде бы это позиционируется даже как камерафон. Во всяком случае, среднего ценового сегмента. Но намного ли он хуже, чем Realme 12 Pro Plus, который чуть-чуть дороже? По камерам намного. Насколько он интересен, я сравню вам для интереса его с Oppo K11. Oppo K11 у меня будет на обзоре еще не скоро. Если говорить о процессоре, здесь Snap, притом он выбивает 600 с лишним тысяч баллов в Antutu. Мы это дело благополучным образом уже гоняли на лайв-канале, Польза стримы. Были к этому смартфону вопросы. С другой стороны, здесь довольно неплохое стерео. Помимо этого, здесь у нас Vibro довольно хороший. И, наверное, ценники они такие на него из-за дизайна ставят. Кратко расскажу, покажу, в конце посоветую, может быть, что-то. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке желтого цвета, что стандартно для Realme. Упаковка весит 536 граммов, на ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте у нас смартфон, защитный силиконовый чехол, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, защитная пленка, которая уже наклеена на телефон, руководство пользователя, кабель для зарядки с USB A на Type-C и адаптер на 67 Вт с европейской вилкой, как и в плюс версии. Весит 12 Pro 192 грамма, а размеры 161 на 74 на 9 мм без блока камер и 11,4 мм вместе с ним. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, не забывайте смотреть прожарки и обзор одним кадром на эти смартфоны. Перейдем же к смарту. Приобрести данный смартфон можно только в бежевой и синей расцветке, а вот плюс-версия доступна еще в красной расцветке. Также отмечу, что внешне эти модели практически не отличаются друг от друга, но 12 Pro слегка легче и тоньше, если измерять толщину вместе с блоком камер. Собран смарт хорошо, материалы тактильно приятные, но тыльная часть, которая выполнена из веганской кожи, долго по мне не прослужит. Хотя, опять же, что такое долго? Я имею в виду, что если без чехла будете использовать, за год вполне возможно она ушатается. Рамка пластиковая, к нашему сожалению. Далее, эргономика смартфона неплохая, во всяком случае в руке он лежит комфортно и не выскальзывает. Мини-джека, как и ИК-порта, не завезли, к сожалению, а из стандартного на корпусе расположили, разумеется, кнопку питания, качели регулировки громкости, притом у качели регулировки громкости люфта практически нет, а у кнопки питания он значительно больше, поэтому топить я его не буду для проверки IP65. При том, что с IP65, разумеется, топить смартфоны нельзя, но тот же OnePlus, что китайской версии, что глобальной 12 я топил, и с ним все было хорошо. Разъем USB OTG версии 2.0, 2 микрофона с шумоподавлением, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и неплохим качеством звука, но, разумеется, с перекосом на нижний динамик, но не таким и сильным. На борту есть возможность персонализировать звучание, используя пресеты, но кастомного эквалайзера нет. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но, разумеется, под вот эту вот стоимость 200 с копейками долларов. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+, и плотностью пикселей в 394 ppi. Соотношение экрана к корпусу 93%, контрастность 5 миллионов к 1, цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Частота дискретизации касания до 240 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат средний, с другой стороны экран без проблем откликается на 10 касаний одновременно, и это хорошо. По яркости заявлено в пике 950 нит, по моим тестам максимальная яркость 800 люксов. Пиковая 1200-1100, но не всегда показывает. Полноценный Always On дисплей на борту, шим затемнения до 2160 Гц, и показатели шима вы можете наблюдать на экране. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаваниями лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц срабатывает быстро, корректно и хорошо. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца здесь нельзя, в отличие от Xiaomi. 5 разных пальцев. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 6 Gen
Snapdragon с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 710, все это очень слабо, очень медленно, и оперативная память здесь LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память типа UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Интерфейс Realme UI на базе Android 14 версии, GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей все бенды на борту, датчики приближения срабатывают корректно. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, кодеков на борту более чем достаточно. Для бесконтактной оплаты есть NFC модуль. Далее емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-Mark он у меня почему-то не прошел, но вот такая вот печаль. И это не критично, потому что автономность здесь при любом раскладе более чем приличная. Когда мы на прожарке его гоняли, тут греться нечему. Да, он ничего не вывозит, даже PUBG New State вам 90 FPS не покажет, об этом я скажу еще раз в конце. Но с другой стороны, он и энергии почти не тратит. Результаты в PC-Mark 11281 балл. В среднем, по моим тестам, он заряжается от 0 до сотки за 47 минут, хотя обещают 36. Ну, чтобы вы понимали, допустим, мне было интересно, если разряжается телефон, и вот 20% осталось, ты подкинул его на зарядку до 92%, он еще зарядится у вас за 33 минуты. С другой стороны, 47-48 минут это тоже неплохо. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости уходит в среднем 3-4% заряда, и в играх за 1 час уходит примерно 15% заряда. Но хочу сказать, что, разумеется, это боль, никаких там Genshin Impact'ов запускать здесь не надо, потому что тормозит все лютейшим образом, мягко сказано. Если говорить про даже PUBG New State, 90 FPS он не выдает, микролаги есть, сброс яркости, хотя и небольшой, вроде бы, и ест он очень мало, но в то же время кайфа от игры довольно мало. То есть в легкие игры вы на средненьких настройках поиграете, но радоваться не будете. Прямым текстом Poco X3 Pro лучше справлялся. Перейдем же к тестам. Результаты тротлинг-теста вы видите на экране. Особенно хочу отметить, что Smart не является каким-то супер мощным, поэтому никаких перегревов у него не было, и со стабильностью все всегда было хорошо. В Antutu мы 3 раза его гоняли на стриме, он показывал все время плюс-минус одинаковое количество баллов, 600 с лишним тысяч, под конец там 580. Не особо перегрелся, чуть-чуть совсем сбросил яркость и в целом показал себя очень даже достойно. Стабильный, но слабый. В Storage-тесте показал довольно неплохие 78 тысяч баллов. Переходим к камерам. Основной сенсор здесь проще, чем в версии 12 Pro Plus. Sony IMX 822 с оптической стабилизацией OIS на 50 мегапикселей с углом обзора в 79 градусов, апертура 1.8, фокусным расстоянием 26 мм и разрешением максимальным для видеосъемки 4К 30 FPS. Портретный сенсор Sony IMX 709 на 32 мегапикселя с углом обзора в 49 градусов, оптической стабилизацией и двукратным оптическим зумом, апертурой 2.0. Последний сенсор — это сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и апертурой 2.2. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора в 83 градуса и апертурой 2.4 находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Примеры видео и фото вы сейчас увидите. Что же, сравниваем аппараты с одного семейства, потому что и то, и другое BBK, 4К 30 FPS, Oppo K11 ради интереса и Realme 12 Pro. И я вижу, что у Realme больше проблем со стабилизацией, больше проблем с балансом белого и вообще какой-то расколбас в картинке. Может быть, я не прав. Если побыстрее вести, то будет вот так. Если брать иксы. Стоимость одинакового устройств. Даже, наверное, у Realme дороже может быть. Ну, просто, чтобы вы понимали, одни и те же алгоритмы, один и тот же утрированный бренд. Почти один и тот же. 1080p 30 FPS, они прям безумно похожи. Не скажу, что Oppo рвет Realme пока по ощущениям. Но единственное, в видео фризов больше. Опять же, при записи вполне возможно это как-то изменится. Если говорить по цветам, вот посмотрите, что делает Realme с фронталкой в 1080p 30 FPS. И что делает с фронталкой Oppo. Цвет ближе, разумеется, у Oppo. У Realme какая-то лабутень. Но я не знаю почему. Рубашка ближе по цветам у Oppo. Она уже выцвевшая и черный. Смотрите, как ее колбасит. Баланс белого и экспозиция. И стаб. Вот так. Такая разница. Особенно мне нравится, что красит он цвет волос Realme. Прям люто.
Разумеется, немного видео в лифте для сравнения. И вот так сможете себя снимать. Я не повторяюсь. Когда 5 обзоров подряд и телефоны, конечно, ощущение, что ты только их и делаешь, притом еще и топа параллельно. Я не знаю, здесь мне кажется, ближе Realme к победе. Напишите, потому что и фронталка в лифте. У Realme такая же история с покраской у фронталки, лютейшей. Теперь мы знаем, фронталка Realme люто красит. 4К 30 FPS, Oppo K11 против 12 Pro. И если вы видите то же самое, что и я, то у меня вопросов больше, чем ответов. В раз миллиард. Но я думаю, что ночные примеры вы с них подочумеете, потому что я в шоке. Либо на компьютере будет как-то по-другому все это дело выглядит, но сейчас разделка такая лютая, X10. Если, допустим, вот на это здание посмотреть. И фронталка 1080p 30 fps. Ночь. Еще много где поснимаем. Realme против Oppo. Один концерн. Но аппараты совсем разные. И еще один лифт. Чуть-чуть другим освещением. Но эффект тот же. Эффект присутствия. И вот так сможете себя снимать. В лифте смотрите, как интересно. Фокус Realme ловит автофокус лицо. А Oppo ловит смартфоны. Ну-ка, давайте я, если что, рукой помогу. Нет, оба теперь смартфоны, оба лицо. Угу. Вот так. Ну а если помочь одному и второму, так. Вот так. Такие пироги. Классный смарт. Ощущение, кстати, что похоже прям, ну, PPK. Есть ощущение, что я тестирую смарта одной конторы. Ну, операционка похоже, все похоже. Все. Фронталочечка. Начинаем. 4К 30 FPS. Я понимаю, что то у нас ничего, то очень много. Получается 6 обзоров подряд на смартфоны. Но они разного ценового сегмента. И что я вижу здесь? Я вижу, что со светом работает лучше Oppo. Но, опять же, это я вижу сейчас. Мне напишут: опять ты только по видео по экрану смартфона оцениваешь. Нет, я оцениваю видео потом на компьютере. И поэтому потом скажу вам, что я вижу уже на компе. Пока сейчас, вот, к сожалению, так. Или к счастью. Наш любимый конь. Неприятное место. И в этом неприятном месте лучше всего оценивать зум. X10. Плюс-минус одинаково. Здесь и не может быть прям совсем по-разному, но я вам скажу, что, опять же, в движении, если мы возьмем и начнем двигаться, эти все дела снимают очень сильно по-разному. И, кстати, вот, по-моему, стаб... Не знаю, где вам больше картинка нравится. По мне, очень близко, но не одно и то же. Фронталка 1080p 30 fps. Съемка с рук. Роллинг шаттер оценивайте. На Oppo не скоро будет обзор, но мне интересно было его погонять. Я думаю, вам было интересно его посмотреть. Правильно? 4К 30 fps на низшем легких путей. Смотрите на вкусняшки. И вот так плавно сможете снимать всякие снеки. Перекус. Хотя орешки это всегда топ. 4К 30 fps, день, съемка с двух рук, 2 смартфона и, да, это последнее сравнение. Если говорить про 4К 30 fps, Realme может и ничего снимает, но опять же, вот он собрат такой же, с ценой на 10 тысяч меньше. И я не совсем понимаю. Точнее, я совсем не понимаю ничего. И 1080p 60 fps. Здесь у Realme вообще какое-то мракобесие. Мне кажется, проц не вытягивает просто и все. Примеры фото скачивайте в телеге, но волшебным каким-то
не назвать их волшебными. Сейчас я ручной фокус пытаюсь выставить на Oppo, и у меня это дело не получается, я вам скажу. Вот только сейчас чуть-чуть сфокусировался. Realme сфокусировался сам на игрушке, но теперь не может сфокусироваться на храме. Вот я ему помог. Иксы здесь. X10 максимум. Вот так. Фронталка 1080p 30 fps. Роллинг шаттера нет. Двухоконный режим, как всегда. Ну что же, штатная ночная съемка при покатушках. Так делать нельзя. Но если очень нужно для контента и никого нет вокруг, то так делать все равно нельзя. Вот так вы сможете снимать, катаясь с 4К 30 FPS в руке. Понятно, что если бы на жесткой какой-то сцепке бы висел смартфон, он бы при любом раскладе трясся. А так как в руке, это считайте как ручной суперстабилизатор в движении. И вот так довольно неплохо, кстати, со светом работает смарт. И если сильно не разгоняться и сильно ветра не будет, то съемка очень даже неплохая по мне. Вообще Realme можно ругать или хвалить, но лучше ругать, чтобы они ниже ценники делали, потому что процессоры они заведомо мертвые, туда пихают свои девайсы. В конце концов, неужели было сложно чуть-чуть добавить, там, не знаю, долларов 10? Хотя, наверное, там, ну да, там же все идет за процем. Хорошо, хорошо. Там и теплоотведение, и всего чего. Ну, вот такие вот а-ля камерафоны эконом-класса. И насколько они хороши, Realme 12 Pro Plus смотрите на канале, 12 Pro вот сейчас вы видите. В целом достойные железочки. Фронталка ночью хорошо подсвечивается, то есть вы себя видите в кружочке, и это довольно позитивно. Не позитивно то, что нужно при любом раскладе на достаточно большом расстоянии держать руку, чтобы себя снимать. С другой стороны, далеко вы не будете держать по той причине, что... Точнее, далеко держать неправильно, потому что вы слышать ничего не будете. А так, смарт, кстати, в чехле. То есть частично еще ветер и частично микрофоны перекрыты чехлом. И по идее им должно быть наоборот легче, а не сложнее. 4К 30 FPS. Вот так будет видео сниматься в 4К. И вот так 4К 30 FPS. Съемка с двух рук, если не сравниваю. Ультраширик сейчас основа 1080p 30 fps. Ультраширик 1080p 30 fps. Ночью не пользоваться однозначно. Он вообще нулевой ночью. Минусы: плохой процессор, мало яркости экрану, зарядка только до 67 Вт, нет ИК-порта, нет мини-джека, нет возможности расширить память microSD, нулевой запас по мощности и нулевые возможности в играх. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И, как говорится, все зависит от цены. Если ценник будет достойный, то и девайс будет ощущаться достойным. ПО здесь нормальное. Каких-то особых претензий у меня к этому девайсу нет. Так же, как я говорил, в Realme 12 Pro Plus, а он намного лучше по процессору, чем это дело, все равно, он не игровой. Вот этот смарт не то, что не игровой, он вообще никакой в плане игр. По поводу оболочки, что она вообще не фризит, нет, подлагивания видны. То есть уже 600 тысяч баллов в Antutu с их интересной, хорошей оболочкой, подлагивания видны. По фото, да, Oppo вроде бы он уделал, исходники, повторяюсь, у меня в личной телеге, по видео вы сами все видели. И что я могу сказать? 22-21 тысяча рублей рассматривать можно как бюджетник. Почему как бюджетник? Потому что вы всегда должны помнить, что сейчас у нас курс 96, до этого был курс 75. И мы разговариваем сейчас о 22 тысячах, а по факту это тысяч так 15-17 всего-то годика-полтора назад. И вот эта вот штука, она за те же 22 тысячи, 21 тысячу на распродажах, она хороша. Без вот этого ценника, то есть за 30 там Nord 3 можно брать, Neo 9, в принципе те же самые альтернативы, как для Realme 12 Pro Plus. Поэтому
Смарт я рекомендовать могу к покупке. Идеальным его не назвать. Это скорее дорогой бюджетник, чем низкий среднеценовой сегмент. Потому что с таким процессором, а я напоминаю, что процессор, как бы вам кто ни втирал, вы заметьте, там, где надо втирать, что покупайте смартфон, тут топовый процессор, говорят так. Там, где говорят, что вот камера топовая и процессор не нужен, они не правы. Ну, как минимум, потому что для того, чтобы осознавать, что камера и процессор и экран, с чем вы чаще контактируете? С экраном, он здесь неплохой, и процессором, потому что он отвечает за все. Это мозги. Мозги и сердце в одном лице. И вот здесь мозги и сердце в одном лице очень-очень дешевые. Экран неплохой для потребления контента. Автономность хорошая, зарядка быстрая. И говорю, все дело в принципе в цене. Вы можете подумать, лучше приобрести что-то старое, годовалое, допустим, их же бренда. Ни в коем случае так не делайте. Вот никогда не слушайте людей, которые вам советуют купить что-то старое. Почему? Это просто они освобождают свои склады. Обратите внимание, у них стабильно есть какие-нибудь магазины, и они такие, вот 11 Pro лучше, там 12X лучше, Xiaomi 12. Вы издеваетесь? Эта штука имеет на 1 год меньше поддержки сразу. Если вы покупаете 12-шку, любой другой новый смартфон, вы идете благополучным образом через год, и каким-то образом его хотя бы продаете на том же Авито. По возможностям фото-видео он сильно отстает от 12 Pro Plus, который тоже идеалом не является. По возможностям фото-видео относительно этого же ценового сегмента в 22 тысячи, он, конечно, многих выигрывает. Но опять же, за 22 вы разворачиваете лицо, покупаете X6 Pro, улыбаетесь тихо и идете дальше. Девайсу от меня в 21-22 тысячи однозначно да, распродажа будет 18 числа, приходите 17-18, я думаю, ценники будут такие, либо под конец распродажи. Добра и удачи вам, дорогие друзья!